Привет, друзья! Сегодняшний рецепт равнодушных точно не оставит. Особенно он понравится любителям блюд, приготовленных на мангале. Ну а так как нас здесь таких большинство, я думаю, можно начинать. Ну что, смотрим продукты, которые понадобятся для приготовления. Я взял кабачки, баклажаны, розовый помидор, свежую головку чеснока, болгарский перец, кинза, базилик и пучок укропа. Еще надо будет взять зеленый лук, он у меня сюда не влез, ну о нем позже. Далее горчица, морская соль, смесь перцев, оливковое масло. Но здесь не просто масло, здесь масло настоянное на специях и чесноке. Очень приятная, вкусная, ароматная заправка. В общем, ребят, если кому интересно, пишите в комментариях. Значит, запилим рецепт по приготовлению этого масла. Ну и основной ингредиент — это красивый кусок мяса. Я сегодня буду использовать говяжью вырезку. В принципе, можете взять любое мясо, которое вам нравится. Ну и, конечно же, священнодействие начинается у нас с обработки мяса. С него я уберу все вот эти лишние пленки. Вон даже группа поддержки мне подсказывает, что я делаю, собственно, все правильно. Кусок, наверное, слишком большой для сегодняшнего блюда. Вот этот лишний хвостик я срежу. Это у нас пойдет на фарш для чебуреков. Все вот эти белые части, ребят, не жалейте мяса, если немножко срежете, ничего страшного. Но их лучше убрать, потому что на костре все это стянется. Во-первых, деформируется само мясо. Во-вторых, это потом будет не проживать. Поэтому не жадничайте, а все вот эти пленочки белые убирайте. Все готово, приступим к маринованию. Здесь следует отметить, что какого-то особого маринада нету. Каждый из вас волен использовать тот маринад, который ему более привычен. У меня сегодня маринад будет горчичный. Беру немного горчицы, ну примерно столовую ложку, я думаю, будет достаточно. Затем морская соль. Смесь перцев. На перце экономить не надо. Посыпаю перцем достаточно обильно. И в завершении, чтобы мясо пропиталось всеми этими вкусами и ароматами, я добавлю ароматного чесночного масла, настоянного на травах. И теперь вот такими неспешными движениями все это хорошо втираем в мясо. Ох, какой аромат пошел, ребят. Передать это сложно. Пахнет просто невероятно. Готово. Все, перекладываю вырезку в емкость, в которой она будет мариноваться. Все, накрываем. Это пока отложим в сторонку. С овощами каких-то особых манипуляций я делать не буду. Их достаточно просто нарезать. Нарезаю довольно-таки крупно. Теперь помидорки. Их разрезаем ровно пополам. Все, теперь берем пару шампуров и аккуратно нанизываем помидоры на них. Вот так вот. Теперь необходимо обильно все на месте среза засыпать. То есть соль должна забрать лишнюю влагу. Ничего, не бойтесь пересолить. Это все на костре обгорит и отвалится. И пока что я их отставлю в сторонку. Теперь очередь перца. У него необходимо удалить серединку. Но удаляю серединку только у таких вот крупных экземпляров. Чуть-чуть вдавили, провернули и убрали. То есть вот такие, я думаю, можно сразу и не удалять. Можно будет удалить потом. Ну, в принципе, если не сложно, удаляйте сразу. Дровишки прогорели. Уголек готов. Можно начинать. Первым заходом ставлю мясо. Кусок большой, поэтому одевать я его буду
на 2 шампура. Все, теперь надо его так проткнуть, чтобы нигде он у нас не вылез раньше времени, скажем так. Так, отлично. Все готово. Беру второй и делаем то же самое. Опа. Все, отлично. Понеслась. Шашлык викингов. Они, наверное, тоже жарили вот так одним целым куском. Поймали, оторвали и сразу на костер. Все, теперь как следует нам нужно прожарить говядину. Ну, или то мясо, которое вы возьмете. И дальше уже мы займемся овощами. Так как кусок у нас большой, чтобы мясо не сгорело, я немного поливаю его в процессе тем же самым чесночным маслом. И все это дело хорошенько смазываю. Пахнет. Пахнет просто расчудесно. Буквально минутки по 3 с каждой стороны я подержу и бока тоже, чтобы хорошо кусок равномерно весь прожарился, пропекся. В принципе, если вы будете жарить из говядины, то степень прожарки medium well вполне подойдет. Ну, я люблю посильнее зажарить, так что буду жарить немного дольше. Ну что я могу сказать, мясо практически готово, но так как кусок большой, мною было принято ответственное решение на этом этапе этих сиамских близнецов разделить. Чтобы уже, знаете, как наверняка быть уверенным, что у нас все прожарилось. Как я уже сказал, medium well, как вы видите, я не очень люблю, поэтому сейчас я его дожарю и продолжим. Опа. Все, говядинка прожарилась. Опа. Так, смотрите, что мы делаем. Сейчас на этом этапе нужно дать мясу немного дозреть, так как это говядина, все-таки она суховатая. Обрабатываю еще раз волшебным маслом. Вот так, со всех сторон. С стороной, чтобы было удобнее управляться с куском. Отлично. Все, и теперь все это надо накрыть и дать мясу дозреть хотя бы минут 5-10. Сейчас я, наверное, еще один слой сделаю. Это уже будет наверняка. Все, оставляем минут на 10, как я уже сказал, и далее продолжим. И про помидорки тоже нельзя забывать. Помидоры сначала ставим именно срезом вниз. Очень жалко, что техника еще не способна передавать эти ароматы. Вы просто не представляете, как все это очень вкусно пахнет. Вы только посмотрите. Примерно, наверное, еще половинку этого куска я подрежу. Овощей у меня сегодня тоже немало, поэтому мясо делаю побольше. Пока нарезали мясо, все уже обжарилось с одной стороны. О, перчик вообще красавец. Проверяем кабачки. Ну, кабачки дольше всего жарятся. Сейчас я их вот так поменяю местами.
Жар здесь, видимо, посильнее. Баклажан перевернем. И теперь переворачиваем помидоры. Видите, где соль, все у нас схватилось. И теперь он будет зажариваться, помидорчик. Отлично. Мясо готово. Все, перекладываю его в миску. И продолжим заниматься овощами. Самое время подготовить зелень для украшения. Тут уже тоже берите ту зелень, которая вам нравится. Я всеядный, мои тоже любят всю зелень буквально. Следом идет укроп. Эти бутылки я срежу, а вот нежную часть уже нарежу. Вот подсказывают мне, что я все делаю правильно. Понял, друг, спасибо. Одобряю. Конечно же, зеленый лучок, ну как без него-то? Братцы, без него никак нельзя. Помидорки готовы, все снимаем. После того, как убрали соль, самая сложная операция. Их необходимо перевернуть, помидорки, так как сзади их тоже нужно почистить. Смотрите, ай, красота. Буквально несколько листочков свежего базилика. И я думаю, здесь больше ничего не надо. Почти ничего. Кунжута добавим. Красота. Теперь нам осталось только убрать вот эту пригоревшую кожицу. Я не советую вам это делать в холодной или в теплой воде. Я знаю, многие так делают, потому что именно в этот момент овощи отдадут вот этот весь аромат и вкус костра приятный, который мы хотим сохранить. Они отдадут это дело все в воду. Поэтому лучше немножко помучиться, но сохранить его. Конечно, есть еще один способ снимать шкурку. И кто-то, я уверен, в комментариях мне захочет это написать. Но опережая события, скажем так, скажу сразу, можно, да, поставить, вернее положить готовые перцы еще горячие в пакет, чтобы они немного протомились, и типа тогда шкурка снимается еще легче. Но есть еще одно но. Когда он доходит, перец доходит в пакете, за это время он успевает, в закрытом виде, когда находится, он успевает отдать сок. То есть шкурка снимается легче, я не спорю, но опять же мы теряем сок. Здесь, как видите, все сухо. Все внутри, то, что нам и надо для нашего будущего блюда. Все хорошенько очистили. Ну, постарались, во всяком случае, чтобы это было хорошенько. Если где-то чуть-чуть осталось, ребят, не страшно. Натуральнейший, природный, активированный уголь. Самое то, что надо. Изжога, если у вас была, то больше не будет. Все пройдет. Исцелится и скажет желудок ваш: вах, какой хорошо, молодец, слушай. Так, теперь нарезаем. Вот так на крупные квадраты, на крупные полоски. В общем, сильно не мельчим. Следом у нас идут кабачки. Кабачки, в принципе, здесь можно поступить модно. Отлично. Баклажаны также нарезаем строго пополам. Чуть-чуть перемешаю. Вот так. Добавлю сюда смесь перцев. Теперь мы уже просто доводим все это дело до вкуса. Немного соли. Достаточно. Ну и, конечно же, ароматного чесночного масла. И вновь все перемешиваем. Я думаю, что можно добавить еще немножечко соуса наршарап. Гранатовый соус. Здесь будет самое то, что надо. Отлично. Подготовленная зелень. Лучок, кинза, укроп.
Друзья, это что-то невероятное. И в самом конце я добавлю секретный ингредиент. Нарезанный кубиками сыр сулугуни. Я думаю, что он сюда подойдет как нельзя кстати. Вот так. Красота. Ну и в завершение добавлю семян кунжута. И, конечно же, дегустировать такую вкуснятину в сухомятку категорически несерьезно. Хорошего настроения, вкусных посиделок и крепкого здоровья вам и вашим близким. Братцы, это что-то невероятное, это просто фантастика. По сути, это два блюда в одном. Это и запеченные овощи, и шашлык. Друзья, это обязательно надо попробовать. За вас, братцы. Помидорка ароматная, тоже просто супер. Блюдо получилось просто великолепное. Оно подойдет и для семейного ужина, для семейного пикника, и для торжественного случая это блюдо станет настоящим украшением праздничного стола.